Привет, это Кристина, и я начинаю свой новый путь в Мексике и хочу делиться с вами об этой стране, но не так, как делают это учебники. Поэтому сегодня Мексика простыми словами. Кто здесь жил до испанцев, чем занимались майя и ацтеки, и какие факты звучат как фантастика. Прежде чем появилась современная Мексика, здесь было много Мексик. На территории жили десятки народов – майя, ацтеки, ольмеки, сапотеки, каждый со своим языком, письменностью, богами, архитектурой и даже календарем. Важно понимать, это были не племена, это были полноценные цивилизации со школами, астрономией, городами, сложной торговлей, письменностью и архитектурой, которая стоит до сих пор. И теперь контраст. Современная Мексика – это федерация. Она состоит из 31 штата и федерального округа, где находится столица. То есть то, что мы сегодня называем Мексикой, это огромная страна, собранная из регионов, каждый со своей культурой, кухней, традициями. Поэтому говорить обобщенно о Мексике очень и очень сложно. Это как 32 мини-страны. Самый популярный миф – это то, что майя исчезли. Нет, они не исчезли. Они живут в Мексике прямо сейчас, например, на полуострове Юкатан, в Гватемале. Миллионы людей до сих пор говорят на майянских языках. Некоторые носят традиционную одежду, делают обряды своих предков и используют старые методы земледелия. Цивилизация рухнула, но народ остался. То же самое, как если бы рухнул Рим, но итальянцы продолжили жить. Поэтому говорить, что майя исчезли, это все равно, что сказать, ну все, ребята, римлян больше нет. Ацтеки – это не дикари в перьях, как часто показывают. Они жили в огромном городе Теночтитлан, который был построен прямо на озере Тескоко. На руинах Теночтитлана сегодня стоит Мехико, столица современной Мексики. Представьте Венецию, только масштабней. Каналы, дороги, острова, храмы, рынки и дворцы. Когда испанцы увидели этот город, они были в шоке. Такого уровня архитектуры и организации они не видели даже в Европе. У ацтеков были, к примеру, самая продвинутая система подачи воды, акведуки, школы, сложная медицина и хирургия, налоговая система, огромные рынки с товарами со всей Мезоамерики. То есть весь этот гигантский древний город сейчас скрыт под современным мегаполисом. Ты гуляешь по центру Мехико, а под твоими ногами остатки храмов, улиц, каналов и дворцов ацтеков. Это одно из самых мощных слоев истории в мире. Когда мы говорим пирамида, то думаем Египет, фараоны, пустыня. Но в Мексике больше 30 тысяч археологических зон. И пирамиды тут не могилы, а центры жизни. На вершинах всегда стоял храм. Пирамида, например, в Чолуле – это вообще самая большая пирамида по объему в мире. Иронично, до 20 века ее так и не заметили, потому что она заросла кустами и сверху испанцы построили церковь. Мексика такая, ну да, у нас тут гора, но вообще это пирамида, но мы, забыли. У майя было 3 параллельных календаря. Их система измерения времени настолько точная, что разница с современным календарем минимальная. Это не просто календарь, это огромная математика, астрономия, наблюдение за звездами. Майя могли предсказывать затмения, циклы Венеры и даже фазы Луны лучше, чем Европа того времени. Многое из того, что мы считаем обычным, родилось в Мексике. Шоколад, да-да, спасибо ацтекам. Кукуруза, авокадо, ваниль, помидоры, чили. Если бы не Мексика, европейская кухня выглядела как бы хлеб, мясо и капуста. Без вкуса, без цвета, без радости жизни. Это факт, который мне до сих пор кажется невероятным. Метеорит, который уничтожил динозавров, упал в Мексику. В Юкатан. Кратер называется Чиксулуп. Удар был такой силы, что изменил климат всей планеты. То есть ты идешь вплавь по песку, и под тобой территориальное место, которое однажды стерло динозавров с лица Земли. Ну нормально? И это только верхушка айсберга. История Мексики огромная, живая и яркая. И я сама продолжаю ее изучать, открывать новые факты каждый день. Если вам интересно смотреть на Мексику простыми словами, без занудства, но с любовью и юмором, подписывайтесь. Дальше будет еще про природу, еду,
странные местные традиции и много того, что удивляет даже меня.